Здравствуйте! Одним из побочных эффектов курения является постоянный кашель. Даже те, кто бросил курить, длительное время продолжают ощущать последствия пагубной привычки. Помочь организму справиться с изнуряющими приступами помогут травы от кашля. Эти травы, обладающие мощным отхаркивающим эффектом, ускорят процесс отделения мокроты и помогут вывести ее из организма. Такие лекарственные растения, как эвкалипт, корень солодки, чабрец, зверобой, подорожник, клевер, календула, малина, липа, мальва, ромашка, обладают антисептическими и противовоспалительными свойствами, способствуют разжижению и отхаркиванию скапливающейся в легких слизи. Травы заваривают, делают настойки, которые употребляют внутрь или используют для ингаляций. В народной медицине для очищения органов дыхания активно используется не только трава от кашля. Пармелия отлично зарекомендовала себя в лечении дыхательных путей. В состав лишайника входит усиновая кислота, мощный природный антибиотик. Пармелия содержит полисахариды, углеводы, жиры, калий, витамин С, кальций, белки, фосфор. Пармелия от кашля противопоказана кормящим матерям, беременным женщинам. Людям с аллергическими реакциями перед началом приема необходимо обратиться к врачу и определить оптимальную дозу. Как применять целебные травы? Вот общие правила при лечении кашля курильщика травяными отварами. Используйте свежеприготовленные настои. Принимайте отвары не больше 3 раз в день. Вечерний прием минимум за час до сна. Для получения насыщенного раствора измельчайте целебные травы. Заваривая сборы в термосе, крышку не закрывайте плотно, настой должен дышать. Время настаивания отвара по рекомендациям, указанным в рецепте. Пейте настои между приемами пищи. Выполняйте ингаляции 3 раза в день по 10-15 минут. Не употребляйте травяные отвары более 3 недель подряд. В зависимости от вида лечебных трав меняется способ приготовления отваров, режим приема и суточная дозировка. Для ингаляций используется трава, богатая эфирными маслами, эвкалипт, мать-и-мачеха, ромашка, душица, шалфей, чабрец. Травы от кашля, рецепты. И травы, и лишайники необходимо готовить с учетом особенностей растения. Для одних трав достаточно настаивания в течение 10 минут, другие необходимо выдерживать 30 минут, а для третьих требуется несколько часов. Некоторые травы нельзя кипятить, а только заливать кипятком и запаривать. Перед приготовлением противокашлевых настоев ознакомьтесь с рецептом и узнайте, как готовят целебное средство. Вот эффективные рецепты приготовления отхаркивающих отваров. Отвар из багульника. Залейте 1 стаканом крутого кипятка 1 чайную ложку измельченного багульника. Накройте и настаивайте 30 минут. При первом приеме пейте 50 мл, остальную настойку распределяйте по глотку в течение дня. Смесь трав и чая. Багульник, зверобой, черный чай смешайте в равных количествах. Сбор 3 чайные ложки, залейте стаканом кипятка. Варите на малом огне 5-7 минут. Употребляйте 3 раза в день. В один прием выпивайте стакан настоя. Отвар из чабреца. Чабрец 1 чайную ложку залейте половиной стакана кипятка. Настаивайте 10 минут. Добавьте сок корня одуванчика 50 мл. Принимайте 2 раза в день. Также можно пить чабрец в чистом виде. Залейте стаканом кипятка 1 столовую ложку травы и выдержите 15 минут. Принимайте по 1 стакану 2 раза в день. Травяная смесь. Смешайте чабрец, корень алтея и солодки по 2 столовые ложки.
сосновые почки, семена аниса, листья шалфея по 1 столовой ложке. Столовую ложку сбора запарьте 300 мл кипятка и настаивайте 1 час. Процедите настой, добавьте 1 столовую ложку натурального меда, употребляйте после еды в 3 приема равными частями. Средство с сосновыми почками. Сосновые почки 1 столовую ложку залейте стаканом крутого кипятка, укутайте и настаивайте в течение 40 минут. Процедите, добавьте 1 столовую ложку меда и пейте до еды по половине стакана перед едой 3 раза в день. Общее время беспрерывного приема не более 30 дней. Овсяный отвар. Стакан промытого овса варите 1 час в литре молока на малом огне. Отожмите овес, добавьте сливочное масло и натуральный мед по 1 столовой ложке. Принимайте горячим по полстакана перед сном. Рецепт с пармелией. Перемолотую пармелию 5 чайных ложек засыпьте в половину литра кипящей воды и выдержите на малом огне 10 минут. Отстаивайте 2 часа. Слейте настой. Принимайте по 1 столовой ложке 3 раза в день. Рецепт с алоэ. Сделайте смесь: сок алоэ 15 мл, жир нутрии, мед и сливочное масло по 100 грамм. Добавьте 1 столовую ложку смеси в стакан горячего молока. Употребляйте 3 раза в день в течение 14 дней. Народные средства, основанные на целебных свойствах лекарственных растений, способствуют эффективному очищению дыхательных путей, но не избавляют навсегда от изнуряющих, выматывающих приступов кашля. Лучшее средство от кашля курильщика – устранение причины его возникновения. Избавьтесь от вредной привычки, а лечебные настои помогут организму быстро восстановиться и вывести все негативные последствия курения табака. Проявляйте заботу о себе и будете здоровы!